Всем здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на канале Кухня, сад и все подряд. Сегодня 25 августа 2017 год. Сейчас буду проводить обзор сортов в теплице, которые мне удалось вырастить. Какие сорта отлично себя показали в теплице, какие не очень. Но прежде чем пройтись по сортам, мне нужно удалить вот эту листву. Почему я снимаю? Перед тем, как сделать характеристики, дать всем сортам, я показываю вот такая здоровая, хорошая листва. Мне удалось в этом году сохранить в теплице до августа, до конца августа месяца. Пользовалась я средством Привикур Энерджи. Полила под корень 2 раза. И вот такая вот шикарная листва. Никаких гнилей в теплице у меня не было. Вот, посмотрите, какая зеленая теплица. Сейчас продолжение следует. Я сейчас удалю листья и пройдусь по сортам помидор. Итак, листья все я поудаляла, теплицу свою почистила. Теперь можно проводить обзор по сортам. Первый сорт, который хочу показать, кистевой сорт. Вот посмотрите, какие кисти. Огромный сорт Чио-Чио-сан. Огромная кисть с плодами сладкими, красными, вкусными. В баночке уже закатывала. Просто идеальный сорт. По плотности, средняя плотность этого сорта. По урожайности очень высокий. Не посанковала. Хотя написано, нужно было вести его в один стебель. Вот это сорт у меня Чио-Чио-сан. Вот сейчас крупным планом возьму. Вот это вот один кустик. Следующий сорт, также кистевой у меня. Это сорт японская кисть. Тоже посмотрите, какие кисти богатые. По плотности тоже средний. Ни по транспортабельности никак не скажу. Еще первый раз выращиваю. Вот такие, но на вкус сладкие плоды. Очень урожайные. Вот до верха, смотрите, вот такие вот кисточки. И вверху мелочь еще. И еще цветет и завязывается. Тоже супер урожайный. Японская кисть. Вот такие вот прекрасные помидорки. Следующий сорт у нас черри клубничка. Ну, клубничка, мне очень понравился этот сорт в баночках. Шкурка плотненькая, они плотнее, чем вот эти предыдущие 2 сорта. И в баночках с маленькими огурчиками до того нарядно смотрится. На вкус она тоже очень сладкие. Ну, практически обобрали здесь сорт клубничка. Также кистевой сорт, это у нас сорт Поцелуй Герани. Вот в этом году я их опасанковала, они немножечко покрупнее стали в прошлом году, прям мелочные. А тоже для баночек вкусно, вот с носиком вот такие сладкие, вкусные, гроздями. Поцелуй Герани. Среднего рослого куста до 50-60 сантиметров, ну вот метр, больше не вырастает. Поцелуй Герани. Так, дальше тут у нас, ну, дальше продолжается черри клубничка. Прям посмотрите, какой красивый сорт. Так, это дальше. Так, это сорт у нас маниста розовая. Вот такие вот кисти с носиком помидорки. Плотная шкурка. То есть они очень хорошо будут и храниться, и в баночках для закатки. Красивые. Пробовали, первый раз выращиваю их. Тоже урожайные. Вот такие вот. Маниста розовая. Так. Следующий сорт Виагра. Вот такие вот помидорки. Маленькие они должны быть фиолетового цвета, темного. Вот посмотрим, как они там дозреют. Виагра. Рядышком такие же вот коричневые помидоры. Это сахар коричневый. Вот такие вот помидорки. Правда, очень плотные, сладкие, вкусные. Так. Следующее идет у нас сызранская пипочка. Вот такие вот красивые помидоры. С носиком немножечко вытянутой формы. Сладкие, вкусные, для баночек, для кетчупов, для салатов. Хранятся очень хорошо. Этот сорт у огородников очень большой популярностью пользуется. Сызранская пипочка. Посмотрите, какие красивые. Так,
Это сорт у нас уже крупноплодный. Редхард. Правильно как произносить не знаю. Перевод надо почитать. Вот такие вот кисти. Очень урожайный, крупноплодный сорт. Немножечко сердцевидной формы плоды. Вот такие вот. Посмотрите, этот еще крупнее. Вот их на кисти сколько. Но шкурка у него не тоненькая, как у бычьего, сердце плотное. Так, следующий сорт Рим. Тоже крупноплодный. Так, сейчас я его установлю, чтобы он не полетел, не оторвался. Вот такой вот крупный помидор. Слегка ребристый. Ну, я бы не сказала высокая урожайность. Скорее всего, на кусту он отличается тем, что очень крупных размерах и вкусовых качеств. Вот здесь вот еще два. Выше еще завязывается. И на втором кусту тоже Рим. Вот такие вот красивые плоды крупные. Каждый плод должен быть хорошего крупного размера, ребристые. Это сорт Рим. Так, это у меня короли. Мои короли, которые я выращиваю уже много лет. Очень крупные, очень вкусные. Нижний ярус уже сняли, остались вот верхушечки, несколько штучек. Это сорт короли. Король крупных. Так, это у нас опять сахар коричневый здесь еще поспевает. Ну и теперь вот перехожу к крупноплодным. Это вот, конечно, большой сюрприз для меня. Помидоры называются великолепный Бонни. Невероятная урожайность, крупноплодные такие кисти. Вот сейчас я обрывала, когда листики, просто плоды упали, оторвались, не выдерживает кустик. Вот такие вот слегка кубовидной формы, крупные плоды. Великолепный Бонни. Специально я его не вела, вот у меня получилось чуть ли не 5 стеблей. Но что меня удивило, вот такая завязываемость плодов высочайшая. Вот столько вот эти вот просто веточки упали в сторонку. Я боюсь даже их уже задевать, потому что плоды крупные. Может все оторваться. Вот такие кубовидные формы. Вот этот сорт у меня великолепный Бонни. Вот еще внизу вот такие вот плоды. Невероятная урожайность. Шикарный сорт. Так, ну и не менее достойный сорт крупный из Хакасии. Вот посмотрите в одной кисти, какие крупнющие плоды. И тоже он у меня как не куст, а как дерево. Посмотрите, какие крупные плоды красные. Сколько он завязал на кусту. Очень много. Здесь вот кисти прямо падают крупных помидор. На землю ложатся. Не выдерживает. Сегодня буду снимать вот эти покрупнее снизу. Все помидоры. Вот это вот сорт крупный из Хакасии. Невероятный. Это прям не куст, а дерево какое-то. Все тоже помидоры на кусту завязанные. Крупный из Хакасии. Так. Этот сорт у меня Дакоста португальская. Один из первых сортов, который начал спеть. И вот нижних ярусы уже сняты. Вот очень хороший урожайный сорт. Розовые плоды, сладкие, вкусные. Дакоста португальская. Вот еще тоже один кустик. Вот сколько плодов крупненьких спеют и еще вверху. Так, это у нас мы перешли уже тоже малиновые плоды. Так, сейчас почитаю. Зимаревский великан. Тоже очень рано начал спеть на кусту. Один из первых с моими первыми бычьими сердцами. Так, вот он. Зимаревский великан. Я очень люблю малиновые сорта помидор, так как они всегда отличаются сахаристостью. Послаще эти сорты. Так, это у нас сорт японский трюфель. Ну, их я бы не сказала супер урожайные, но это оранжевые плоды, они плотные и для засолки красивые. Вот упали немножечко, такие как грушки. Они очень сладкие плоды и для закатки и в свежем виде вкусные. Так, это сорт у нас Путин. Он тоже, в общем, плоды были крупноплодные. Вот сейчас такая жара, они зреть начали, сильно не наливаются, некоторые согнулись. Тоже отличается хорошим вкусовыми качествами, высокой урожайностью, устойчивых к заболеваниям. Это сорт. Вот еще, посмотрите, выше вот такие. И все плоды крупные, на нем мелких плодов нету. Это сорт Путин.
Следующий сорт бычье сердце любящее. Ну вот по вкусу я его тоже малиновые плоды. По урожайности очень высокие. И они поплотнее, чем бычьи сердца. Вот в кисти посмотрите, сколько их. Выше еще и завязываются. Нижние, конечно, уже сняли. Это бычье сердце любящее. Ну, это тоже вот еще у нас трюфель японский. Вот такие вот они, плоды еще вверху. Это корейские длинноплодные. Вот осталось вот такие вот вытянутой формы с носиком. Вот как декоративные, но удивительно сладкие плоды. Это корейские длинноплодные. Так, переходим на сорт. Это сахарная Анастасия. В прошлом году первый раз их выращивала в магазине, покупала семена. Вот они сердцевидной формы, вот эти вот помидорки, но не крупные. Вот посмотрите, сколько малиновых сердечек на одном кустику. Вот сейчас вот пошире возьму. Вот сахарная Анастасия. Настолько сладкие плоды, вкусные. Вот такие вот сердечки. Сахарная Анастасия. Так, это у нас японский краб, любимчик. Садим всегда, всегда урожайный, тоже нижний ярус уже снят. Вот такие вот плоды, еще выше. Практически не отдыхает, так же как бычье сердце, плодоносит, но очень вкусные. Так, это у нас еще сахарная Анастасия. Вот они, какие сердечки. Так. А это вот мне понравился сорт, первый раз выращиваю сердце Греции. Вот такие крупные сердечки. Как его вот подойти здесь у меня? Вот такие сердечки крупные. Вот. Сердце Греции. Немножечко есть с небольшой ребриночкой. Вот такие вот плоды. Красивые. Крупные, вот, и урожайные. Сердце Греции. Так, дальше у нас зинины длинные. Этот сорт выращиваю, ну вот сколько у меня занимаюсь огородом, столько у меня этот сорт. Название сорта условное. Мне этот сорт тетя моя дала семена, там было написано зимние длинные, так они длинные. Сорт, не знаю название, но вот посмотрите, плоды, когда спеют, вот такие вот красные, форма у них овальная, каждая кисть завязывается, вот такие плотненькие плоды овальной формы, завязываются прекрасно, в любой год, плодоносят любую погоду. Вот любые другие могут снизить урожайность, а зимние длинные никогда. Для засолки, для салатов, транспортабельные, не водянистый сорт, зинины длинные. Так. Это сорт у меня австралиец. Невероятный сорт, спелых еще не было, но я уже эти помидоры кушала. Очень сладкие розовые плоды, крупнющие. Это они еще только наливаются, набирают свой размер. Это вот один куст. Посмотрите, сколько крупных плодов. Сорт австралиец. Вот тоже второй кустик. Вот они уже вот такие вот крупные, но это еще не предел. Вот они такие помидоры. Сорт австралиец. Вот так вот я их еще покажу. Вот они какие красивые. Это все сорт австралиец. Вот так вот их. Так, следующий сорт у меня вареники. А это мне прислали из Кустаная Елена Гунченко. Уникальный сорт. Я живу в Петропавловске, оказывается, этот сорт был выведен в Петропавловске у нас Варениковым. И вот теперь он попал на родину, в Петропавловск. Уникальный тоже сорт, хороший, урожайный, вкусный, завязываемость, не болеет, крупноплодный. Вот такущие вареники. Вот какой сорт. Тяжеленные плоды. Уже тоже снимали.
Небольшие с носиком, так они. Вот такие вот красавцы, это вареники. Ну и следующий сорт у меня спринтаймер. Тоже посмотрите, ой, прям тяжелые кустища. Они у меня подвязаны еще отдельно, чтобы прям не отвалились, спеют. Вот на одном кусту, посмотрите, спринтаймеров сколько. И все они внушительных размеров, все очень крупные.